Всем привет! С вами Автандил. Начинаем запись нашего очередного видео, посвященного синтезатору Roland D20. Сегодня мы поговорим о связях нашего синтезатора с компьютером. Как я уже говорил в прошлых видео, если мы подсоединим наш синтезатор к компьютеру, то его возможности значительно расширятся благодаря использованию компьютерных программ. Итак, что для этого нужно? Прежде всего, нам нужен так называемый MIDI кабель. Эти кабели бывают нескольких видов. На заре компьютерных музыкальных программ, когда в ходу были компьютеры Atari, это были два обычных кабеля с 5 контактами на каждой стороне. И этот разъем был очень похож на разъем советской техники, советских магнитофонов, усилителей. Такой разъем называется DIN. И в нем 5 контактов. Вот сейчас вы видите на картинке пример такого кабеля. Нужны были два кабеля одинаковых, и они подключались, соответственно, в компьютере MIDI out подключался к MIDI in синтезатора, и в компьютере MIDI in подключался к MIDI out синтезатора. Когда прошло время и постепенно появились всем известные теперь персональные компьютеры, совместимые с системой DOS или Windows позже, связь по MIDI осуществлялась через игровой порт. И вот сейчас на экране вы видите MIDI кабель другого типа. То есть с одного конца у него по-прежнему два диновских разъема пятиконтактные, а с другой стороны специальный разъем, в котором 15 штриков, и он подключался к звуковой карте нашего компьютера, причем только той звуковой карте, которая обладала специальным игровым портом. То есть этот порт, он был не только для MIDI, но и для подключения всяких игровых устройств. И в наше время эти кабели выглядят так. С одной стороны у них USB вход, потом где-то посерединке обычно есть небольшое утолщение с электроникой внутри. И на другом конце два, опять-таки, наших пятиконтактных диновских штекера. Про первый тип кабелей я уже сказал, который используется в компьютерах Atari. У них выход Atari подключался ко входу синтезатора. Вход Atari подключался к выходу синтезатора. А вот у кабелей второго типа, которые использовали игровой порт, у них маркировка такая была: MIDI out и MIDI in. Так вот, MIDI out надо было подключать к порту MIDI in синтезатора. И, соответственно, MIDI in подключать к порту MIDI out синтезатора. То есть такая небольшая путаница. Вот в наше время, когда кабеля имеют с одной стороны USB штекер, а с другой стороны два диновских разъема, эта проблема, по крайней мере в моем кабеле, была решена очень просто, чтобы никто не задумывался, чего куда втыкать, где вход, где выход. На кабеле просто идет маркировка to MIDI out. То есть надо включать вот этот штекер в MIDI out. И, соответственно, на другом разъеме написано to MIDI in. То есть его надо включать в MIDI in синтезатора. В принципе, если вы включите наоборот, ничего страшного не будет, просто сигналы не будут проходить.
но при этом ничего не сгорит. Так что если у вас что-то не заработало, то первым делом проверьте, правильно ли вы подключили вход и выход MIDI, и попробуйте поменять их местами. Ну, на этом все про кабеля. Теперь поговорим о компьютерах. Я уже неоднократно упоминал компьютеры Atari, с которых начиналась эра музыкальных компьютеров. И, в общем-то, самые удобные программы до сих пор используются именно под эту платформу. Но поскольку компьютеры Atari сейчас достаточно редкость, то можно использовать их эмулятор. Вот давайте об этой эмуляции сейчас и поговорим. Чтобы облегчить процесс начинающим, я собрал такой пакет, как я его назвал, пакет юного атариста. То есть там все файлы уже собраны, все нужные для нашей работы, и все как бы настроено, а нам только надо будет пару значений там изменить, скорее всего, и можно работать. Давайте попробуем развернуть наш компьютер Atari в эмуляторе под названием Steam. В комментариях будет дана ссылка на этот пакет. Допустим, мы его скачали уже, и вот он у нас здесь на десктопе. Открываем его двойным щелчком мышки. У нас зазипованный файл. И папочку Steam переносим на диск C, в корень диска C. Поскольку в некоторых операционных системах пользователю может быть запрещено что-то записывать в корень диска C, то здесь мы можем обратиться к папочке такой, она называется temp. И распакуем нашу директорию Steam туда. Здесь вопросов не должно быть. Вот все у нас распаковалось, и наш пакет юного атариста готов к использованию. Итак, наш пакет с эмулятором установлен на диск C. Мы сейчас его откроем и посмотрим, что нам надо для того, чтобы все у нас успешно работало. Открываем диск C, заходим в папочку Steam, тоже ее открываем и находим там вот файл под названием Steam 4 с такой красивой иконочкой. Запускаем его. Ну, дело в том, что здесь эмулятор у нас уже сохранил свое предыдущее состояние, поэтому какую-то картинку мы видим на экране. Но для того, чтобы правильно все настроить, давайте заглянем сначала вот в такую под гаечным ключом надпись Options. Что нам здесь важно? Нам важно, чтобы эмулятор увидел наш MIDI кабель. Вот мы заходим в Input-Output Ports и смотрим, что в MIDI порт пока ничего нету. Но мы имеем в виду, что кабель у нас уже подключен, и поэтому здесь выбираем MIDI Device. И когда MIDI Device выбран, надо настроить Output Device и Input Device, то есть это вход и выход. Ну вот смотрим из возможных опций. Вот здесь мой кабель называется USB Uno MIDI Interface. И его же я выбираю в качестве входного устройства. В общем-то,
это и все. В случае, если мы скопировали нашу папочку Steam в корень диска C. И мы можем работать, можем запускать наши программы. Я все программы, которые нам интересны, я иконки их вывел на десктоп, вот они все. И двойным кликом, так же как и в Windows, мы запускаем, вот, к примеру, программу SynthWorks. Программа у нас запустилась. В случае, если нам не удалось скопировать в корень диска C наш эмулятор, как я уже говорил, мы скопировали его в директорию temp. И вот здесь нам надо будет провести небольшие настройки дополнительные. Открываем также папочку Steam, которая внутри нашего темпа. Запускаем программу. И здесь нам надо будет переконфигурировать директорию для нашего диска C атариевского. Идем вот сюда, диск менеджер. Здесь нажимаем вот эту вот кнопочку GemDOS Hard Drives. И мы видим, что у нас диск C был сконфигурирован для папочки C-Steam. Но поскольку нам не удалось из-за недостатка наших админских прав распаковать наш набор в корень диска C, мы его распаковали в временную директорию. Вот она, ctemp. И вот здесь уже вот эту папочку Steam мы выбираем в качестве нашего диска C. То есть теперь наш путь C, Temporary, Steam. Очень важно здесь, чтобы не ткнуть случайно вот эту вот кнопочку. Так называемый чекбокс, который запретит использование гемдосовских хард-дисков. Ну, вкратце скажу, что гемдос хард-диски – это те диски, которые используют информацию о нашем реальном диске. Допустим, у нас на диске C есть папочка Steam, и вот эта папочка, она видится системой Atari в режиме гемдосовского диска как диск C. Дело в том, что с диска C гораздо удобнее использовать те программы, которые нам нужны, и, в общем-то, загружать систему. Ну, поскольку мы тут данные изменили, то давайте сделаем ресет и запустим эмулятор по новой. Ну, заодно вы увидите, как стартует система Atari. Вот мы в системе. Видим наши иконки программ, о которых мы уже говорили. Можем открыть диск C и видим, что там, в общем-то, есть нужные нам файлы. Система Atari сейчас загружена русскоязычная.
То есть вот мы можем посмотреть информацию о десктопе. И видим, что это операционная система TOS 2.0.6, русская версия. Дело в том, что я использую Windows как виртуальную машину, поэтому у меня мышка иногда убегает из Atari. Но мы ее поймаем. Вот. Здесь еще есть, вот в этом же списке панель, названия тех программ, которые запущены резидентно. То есть они всегда торчат в памяти. И их можно, не запуская отдельно по иконке, их можно вызвать в любой момент из любой программы, в принципе. Вот драйвер Russian Fonts, он обеспечивает поддержку отображения русских букв. Потому что система русифицирована, но и без этого драйвера тут будут видны одни кракозябры. А программа ST-Guide — это в Atari есть такие файлы с расширением HIP. Это гипертекстовая помощь. И многие программы, они свои хелпы пишут именно в этом формате. Ну вот, допустим, программа оболочка Teradesc. Вот. Мы можем посмотреть ее руководство именно в этом формате, благодаря встроенной резидентной программе ST-Guide. Ну, в общем-то, вот и все, что нам на первых порах нужно знать про систему Atari. И в следующих разделах данного видео мы попробуем подключить наш синтезатор к этой виртуальной системе и позапускать какие-то программки и посовершать обмен данными с компьютером. Увидим, какие преимущества это нам может принести. Итак, мы установили и настроили наш эмулятор компьютера Atari ST. И давайте теперь попробуем непосредственно связать наш синтезатор с компьютером. Сначала мы поработаем со звуковыми редакторами банков. Итак, запускаем программу Gadget Art для синтезатора Roland D10. Ну, как я уже говорил, Roland D10 отличается от Roland D20 только наличием дисковода, а звуки абсолютно идентичны. Вот мы видим, что уже программа сама связалась автоматически с нашим синтезатором и, более того, запросила при запуске наш банк I с синтезатора. Вот он у нас сейчас здесь в качестве init банк отображается на экране. То есть связь синтезатор-компьютер уже проверена. Теперь попробуем загрузить какой-то банк. Вот, например, банк под названием Factory. И пошлем его на синтезатор. Ну, мы видим процесс. Банк успешно послан. Как мы это проверим? Мы возьмем один из наших тембров, который сейчас на экране синтезатора, и отредактируем его, чтобы добавить в него звук I. И вот наблюдаем, что звуки, согласно тому списочку, который у нас виден на экране, эти звуки у нас и появились.
Ну, выберем, допустим, 9-й звук. Нажимаем Exit и можем его прослушать. Вот так работает программа Gadget Art. Она автоматически при запуске запрашивает наш банк I с нашего синтезатора и достаточно легко может какой-то файл с диска загрузить и послать на синтезатор. Теперь запустим вторую программу, о которой я ранее говорил, программа SynthWorks. Программа SynthWorks автоматически ничего не посылает и не принимает, но зато она может запросить с компьютера его внутренние неизменяемые банки. Как это выглядит? Вот у нас здесь два окна для звуковых банков и третий столбик для библиотеки звуков. Сейчас мы попытаемся что-нибудь загрузить в звуковой банк. Выбираем опцию Receive from Synth, то есть прием синтезатора. И нас спрашивает программа, что мы хотим загрузить. User Bank, то есть это банк I, или Preset Bank. Вот мы выбираем Preset, и она нас спрашивает, какой банк из синтезатора мы хотим загрузить, А, Б или банк барабанов. Ну, допустим, мы выберем банк барабанов. И затем спрашивает, в какую из памяти программы SynthWorks мы хотим поместить этот банк барабанов, ну, допустим, в банк А. Сколько у нас уже открыт тут. И также идет прием звуков. Вот мы видим наверху, там изменяется надпись, какой звук из 63 у нас в данный момент загружается. Вот загрузились успешно все звуки барабанов. Мы можем их просмотреть. Вот видим, да, 63 звука загрузилось, 64 пустой. Ну, мы это помним еще со времен, как мы просматривали состав звуковых банков. Теперь давайте какой-нибудь из других банков. Опять-таки пресет, ну, банк Б, допустим. И сейчас мы его получим в память Б нашего SynthWorks. Вот также идет в верхней строчке информация, сколько звуков уже принято. Сам процесс наглядно виден. Приняты все 64 звука из нашего банка Б. И мы их просматриваем, да, это наши люди. Ну, давайте очистим банк Б, чтобы принять туда что-нибудь другое. Теперь примем банк I. Это делается немножко посложнее. Выбираем User Bank. Здесь уже надо будет нажать несколько кнопок на самом синтезаторе. Итак, следуем подсказке. У нас есть кнопочка на синтезаторе, называется Data Transfer. Мы ее нажимаем. И дальше кнопочками Display выбираем один из режимов.
программа SynthWork нам подсказывает, что надо выбрать Handshake Dump. Handshake Dump. Затем, что именно скинуть? Опять-таки, кнопочками дисплей выбираем второе подменю Sound. Теперь нам надо нажать Enter, и наш синтезатор ожидает. Чего он ожидает? Он ожидает команды от компьютера. То есть мы смотрим, что мы вот по этой инструкции все выполнили и можем нажать ОК. Теперь у нас также в верхней части программы идет информация о приеме какого-то количества байт. То есть теперь у нас уже речь идет не о звуках, а о байтах. Ну, на самом деле, это те же данные звуков, просто вот они показываются так. Ну, и спрашивают, куда нам поместить принятые звуки. Ну, вот мы очистили местный банк B, и мы сюда, соответственно, его и поместим. Теперь давайте мы этот полученный банк, вот у него даже имя появилось, D20 банк. Мы его отправим обратно на синтезатор. Выбираем функцию Send to Synthesizer. И опять нам появляется инструкция. Кнопочка Data Transfer. Кнопочками дисплей выбираем режим Handshake. Теперь у нас Load, то есть загрузка. Опять-таки вместо All мы выбираем Sound. Нажимаем Enter. Нам надо однократно снять защиту записи. То есть нажимаем для этого кнопку Write и еще раз Enter. И опять синтезатор ждет. Обращаемся к компьютеру. Видим, что все пункты инструкции мы выполнили. Можем нажимать ОК. И теперь здесь еще один вид показаний. Теперь он показывает в процентах. Ну, не знаю, зачем программист SynthWork так сделал. Ну, вот, когда мы передаем данные на синтезатор, передаем звуковой банк, то информация об этом идет в процентах. Ну, 100% данных мы передали на синтезатор. Здесь проверять смысла нет, поскольку мы отправили на синтезатор тот же банк, который ранее с него взяли. Так что наверняка он там есть. Вот таким образом осуществляется связь редакторов звуковых банков с нашим компьютером. Но вот поскольку мы говорим о редакторе SynthWorks, то в нем еще есть такая функция полезная, как библиотеки. Библиотеки звуков могут содержать до 1000 звуков. Вот я сейчас загружу такую одну библиотечку. И мы посмотрим, что там в ней у нас есть. Мы загрузили библиотеку под названием AV3. И можно посмотреть информацию об этой библиотеке. Вот она нам показывает, что 934 звука в ней находится. Ну, поскольку в библиотеку возможно поместить 1000 звуков, то 934 звука это как раз 93,4%. Чем интересна библиотека? В ней каждому звуку можно присвоить от 1 до 8 семантических признаков. Ну, давайте посмотрим, как это выглядит. Например, мы хотим вызвать африканские звуки только. И сканируем нашу библиотеку.
Опять смотрим информацию. Вот 19 таких звуков мы нашли, у которых их характерный семантический признак, что они напоминают нам о чем-то африканском. Ну, давайте очистим банк Б еще раз. И сейчас мы можем вот эти наши выбранные звуки отправить в банк Б. То есть напрямую из библиотеки мы не можем синтезатор послать, но через банк вот мы можем это сделать. Вот их всего 19. Ну, можем давайте еще какие-нибудь хитренькие звуки. Африканскую уберем. Допустим, азиатские теперь. Посмотрим, сколько мы нашли азиатских звуков. 45. Ну, уже больше. И теперь мы их тоже отправим в банк Б. Они запишутся на свободные места. Вот все, теперь смотрим. Вот как раз у нас, как ни странно, получилось 64 звука. Ну вот мы создали такой смешанный банк из нашей библиотеки АВ3, из африканских и азиатских звуков. И теперь мы попробуем послать его на наш синтезатор. Опять-таки нам выдается инструкция. Нажимаем привычные кнопки. Handshake, Load, не All, а Sound, Enter. Снимаем однократно защиту от записи. Все, выполнили все инструкции. Вперед. И в верхнем левом углу нашей программы побежали циферки процентов по выполнению нашей задачи. Все, 100% выполнено. Ну, давайте посмотрим. Опять-таки выберем какой-то тембр, отредактируем его и посмотрим, что там у нас в банке I. Ну, вот такой, например, звук. Посмотрим, что это такое у нас. Вот такой звук у нас записался. Он как раз соответствует номеру I3. То есть все работает нормально. Ну вот, со звуковыми редакторами мы поработали. Теперь давайте свяжем наш синтезатор с секвенсором. В нашем пакете находится два самых известных секвенсора. Это Cubase и Notator. Они начинались на платформе Atari, но известны до сих пор. Cubase сейчас существует под своим именем. Это достаточно мощная звуковая студия. И есть его версии для всех платформ. А Notator сменил свое имя на Logic, и есть его версия под компьютер Mac. Причем эта программа настолько популярна, что многие музыканты, они специально для того, чтобы работать в Logic, переходят на компьютеры Macintosh. Ну, с Notator мы и начнем.
Запускаем программу. Загрузим одну из заранее записанных песен. Например, вот эту. Все, наш компьютер готов к работе. Теперь подготовим синтезатор. Прежде всего надо изменить параметры синхронизации. Нажимаем одновременно кнопки темпа и дисплей. И еще раз нажимаем кнопку дисплей вниз. Вот у нас сейчас параметр Clock Mode стоит в internal, то есть синхронизация идет внутренняя. Мы должны поставить это на MIDI. То есть теперь сигнал управления будет исходить из компьютера. Входим в режим секвенсор и выбираем. Вот у нас есть тут такой подрежим. Внешняя запись. External Record. Нажимаем Enter. Нас спрашивают, какой размер. Ну, пусть будет 4/4. И еще раз Enter. Какую информацию использовать для 8-й дорожки? Либо музыкальный инструмент какой-то, либо барабан. Ну, поскольку у нас в песне уже были записаны какие-то барабаны, а в виде паттернов мы получить их не можем, то значит мы выбираем ритм. Это режим ручных барабанов. То есть все барабаны, которые записаны на секвенсоре, они пойдут на 8-ю дорожку. Ну, все, сейчас мигают. К сожалению, нам не охватить все 8 дорожек, всю эту часть. Но мы видим на примере первых 4 дорожек, что они мигают, они готовы к записи. Итак, нажимаем на секвенсоре старт. И мы слышим, что пошла запись. Причем, как только появились первые ноты на наших дорожках, вот с 1 по 4, они загорелись постоянным светом. Ну вот, 16 тактов я записал. Этого пока достаточно. И мы видим, когда запись закончилась, что наши дорожки с 1 по 4, но на самом деле еще парочка, которые просто у нас не вошли в наш экран, они горят устойчивым зеленым цветом, то есть там записаны данные. Песня передана на синтезатор. Значит, сейчас опять включаем синхронизацию internal, чтобы ее нормально прослушать. А секвенсор нам пока не нужен. Единственное, что надо отметить, что не передалась информация о скорости. И скорость здесь у нас не 120, а 106 в оригинальной песне. Ну, это мы можем выставить вручную. И теперь давайте послушаем, что у нас получилось.
Ну вот, 15 тактов у нас записано, песни. То есть мы получили сейчас песню с секвенсора нотатор на наш синтезатор. Но, как вы уже знаете, если мы сейчас выключим наш синтезатор, то все эти данные о песне, они сотрутся. Так что давайте мы их, пока мы не выключали наш синтезатор, давайте мы их передадим на секвенсор Cubase. Итак, запускаем Cubase. Ну, тут нам по умолчанию он уже 16 дорожек написал, мы это не будем использовать. Нам пока достаточно одной дорожки. Щелкаем 2 раза на вот этом месте. У нас появляется первая дорожка. Держим нажатой правую кнопочку мыши, и тем самым мы правый локатор передвигаем подальше. Что здесь у нас надо настроить? Значит, идем в опции Synchronization. Вот Tempo Synchronization. Поставим MIDI Clock. То есть сейчас у нас будет управлять наш синтезатор. Нажимаем кнопочку Sync, чтобы это все работало. Нажимаем клавишу Record. И наш секвенсор готов к записи. Теперь, чтобы приготовить к передаче данных наш синтезатор, мы, как ни странно, вот это есть такая опция у синтезатора Roland D20, чтобы он передавал MIDI, мы должны заглушить все дорожки, которые мы хотим, чтобы он передал. То есть вот у нас сейчас горят зеленым цветом дорожки 1, 2, 3, 4, 5 и 8. И мы все их должны заглушить. И только тогда у нас пойдет передача данных. И запускаем кнопочкой старт нашу песню на воспроизведение. Вот мы видим на секвенсоре Cubase. Вот это очень важно для нас, что MIDI данные поступают. Вот здесь вот это окошечко входа MIDI данных. Все, наши данные записались.
Но все наши дорожки были переданы по MIDI каналу 1. То есть там были внутри этой дорожки сообщения, что такой-то инструмент у нас на таком-то канале, и такие-то ноты относятся к такому-то инструменту. Но при записи в секвенсор они все попадают как бы в один канал. И нам нужно их раскидать по соответствующим своим каналам. Это делается путем ввода команды remix. Ну, сейчас мы можем здесь вот напротив первой дорожки нажать кнопочку M, то есть мы ее заглушим. И наши данные успешно записаны. Мы их можем сохранить в виде песни, например. Но этот формат будет понят только программой Cubase в будущем. А вот если мы сохраним в виде MIDI файла, то мы сможем потом проиграть этот файл любым MIDI проигрывателем. Так, ну и информацию о темпе немножко не совсем корректно программа восприняла. Мы поставим правильный темп. Ну, для чистоты эксперимента сейчас мы удалим нашу песню с синтезатора. Очень просто, путем выключения. Опять включаем синтезатор. Никаких песенок у нас уже тут нет. И мы просто можем ее воспроизвести. Нажимаем play на секвенсоре Cubase. И слышим, что наша песня играет. То есть она не пропала. Ну, такой вид сохранения песни, он может быть полезен для тех, у кого по каким-то причинам не работает дисковод, ну или нету дискет, или что-то еще. То есть песня, пока синтезатор не выключался, может быть передана на компьютер. Ну, вот, в общем-то, и все по работе с секвенсорами. И давайте подытожим, что мы сегодня изучили. Мы рассмотрели различные вопросы связи нашего синтезатора с компьютером на примере эмуляции компьютера Atari. Мы поговорили о различных типах MIDI кабелей и как их подсоединять. Настроили эмулятор компьютера Atari и попробовали поработать со звуковыми редакторами, подправляли звуковые банки туда-сюда и поработали под конец с секвенсорами. С секвенсора аннотатор мы загрузили песню на синтезатор,
Затем эту же песню мы отправили обратно на компьютер, и секвенсор Cubase ее успешно записал. На этом на сегодня все. Как всегда, если понравилось видео, ставьте лайки и предлагайте темы для следующих видео. Всем пока! Game over, man. Game over.